Всем привет! Меня зовут Артем, и сегодня я сделаю недельный прогноз цены биткоина с точки зрения объемного анализа. Перед тем, как мы начнем, давайте вспомним, как отработал предыдущий прогноз. Закрепление цены в этом блоке, если это произойдет, буду ожидать снятия нижней границы диапазона на уровне 65 тысяч и ниже. Как мы видим, он отработал полностью, и цена достигла целевых значений. Теперь перейдем к анализу текущей ситуации. Начнем с анализа тренда, так как не все понимают, почему мой приоритет остается лонговым. Я анализирую тренд с использованием скользящих средних. Это 200-я недельная скользящая и VWAP, средневзвешенная по объему цена. Как мы видим, цена сейчас находится выше этих линий. Да, 200-я сейчас пробита, но как мы знаем, для полноценного пробоя необходимо закрепление следующей недельной свечи ниже этой линии. Теперь перейдем к анализу объемов. На недельном таймфрейме у нас сформировалась балансовая структура. Мы сделали ложный выход вверх, а сейчас делаем ложный выход вниз. Мы не видим закрепления цены под предыдущим лоем, цена его просто заколола и вернулась обратно в диапазон. При этом дельта и объемы были максимальными. Это говорит о том, что внизу стояли лимитные покупатели, которые поглотили весь объем. Если сравнивать это движение с тем, что было на уровне 90 тысяч, то ситуация иная. Там пробой происходил на большом объеме дельты, цена закрылась ниже лоя, и со стороны покупателей не было никакой лимитной поддержки. Цена просто пролетела ниже. Здесь же ситуация совершенно другая. Перейдем к анализу кластеров на дневном таймфрейме. Мы видим, что при пробое нижней части диапазона у нас встречается лимитное поглощение продаж, красные кластера, а также рыночные покупки, голубые кластера. Это говорит о заинтересованности покупателя в этой зоне. Далее анализ на 4 часах. Основной баланс, который проталкивал цену вниз, находится в диапазоне 63 тысяч. Соответственно, для смены приоритета в лонг нам необходим выход цены в район 65 тысяч. Это совпадает с границей вал общего недельного баланса. Основной сценарий на текущую неделю следующий. Для лонга нужен выход за пределы 64 тысяч и закрепление на уровне 65 тысяч. Важно, этот импульс должен сопровождаться аномальной положительной дельтой 4000 биткоинов. В этом случае буду ожидать расширения цены вплоть до 77 тысяч. Это верхняя граница недельного диапазона. Для продолжения шорта. Цена стоит в аккумуляции в диапазоне от 63 до 60 тысяч. Мы делаем ложный выход в район 65 тысяч и возвращаемся обратно в диапазон на уровне 62 тысяч, то верхняя граница будет ложным выходом. Тогда можно ожидать движения в нижнюю часть диапазона на уровень 59 тысяч, а также выход значительно ниже, в район 49 тысяч. Теперь перейдем к анализу метрик по маркет профайла, которые подтверждают текущий анализ. У нас есть балансовая структура, сформированная за 4 месяца. Объединяя их в один диапазон, получаем формирование баланса на уровне от 65 до 76 тысяч. Сейчас происходит расширение этого диапазона вниз. Для продолжения лонгов в цене необходимо втянуться обратно на уровень 65 тысяч, что коррелирует с анализом по футпринтам. Переходим на недельный таймфрейм, тут ситуация аналогичная. Нисходящее движение сформировало паттерн B, это говорит о том, что лимитные покупатели встретили цену. Внизу у нас есть сильный откуп в виде двух принтов, но для полноценного лонгового нарратива цене необходимо пройти сингл-принты, сформированные на уровне 65 тысяч. После закрепления цены на дневном таймфрейме выше этой зоны можно будет рассматривать расширение в лонговую сторону. Не за что, пользуйтесь.